Вера Васильевна Холодная – королева немого экрана, женщина, воплотившая эпоху немого кинематографа. Разумеется, о звезде такой величины до сих пор ходят мифы, легенды и теории заговоров. Что в них правда, а что ложь? Вы на канале «Однако тенденция». Давайте разбираться. Миф номер один. О том, как Вера Холодная попала в кино, якобы случайно. Ох уж эти старые сказочки про девочку, которая и не думала, не гадала становиться моделью или актрисой, но случайно встретила кого-то, кто ее пригласил в мир славы и огромного бабла. Хотите сниматься в кино? Хочу, а что? На самом деле Вера Холодная начала свою артистическую карьеру в балетном училище Большого театра. Ее сестра Софья вспоминала, что Вера обожала балет и мечтала о сцене. Известно, что именно из артистов балета получались прекрасные актеры немого кино, ведь в те времена кино вообще сильно походило на пантомиму. При отсутствии слов главным достоинством актера были грация и способность красиво двигаться в кадре, и Вера Холодная прекрасно справлялась с этими задачами. Еще будучи гимназисткой, Вера побывала на спектакле Комиссаржевской, после чего заболела театром и стала играть в любительских спектаклях. В 17 лет она вышла замуж за молодого юриста Владимира Холодного. Ранний брак оказался очень счастливым. Муж поддерживал будущую звезду во всех ее начинаниях. Вера вращалась в театральных кругах и постепенно завела связи, которые привели ее в кино. В 1914 году она получает эпизодическую роль в фильме «Анна Каренина» режиссера Гардина. Подробно об артистической карьере Веры Холодной я говорить не буду, поскольку, во-первых, про это не рассказывал только ленивый, а во-вторых, ничего загадочного на этом этапе биографии королевы немого кино нет. Обратимся-ка лучше к малоизвестным фактам, к числу которых относится то, что в период Первой мировой Веру Васильевну заподозрили в шпионаже в пользу Германии. Архивист Александр Юрьевич Донской обнаружил в Российском государственном военно-историческом архиве отчеты отдельного корпуса жандармов по слежке за актрисой. Подозрения возникли из-за перехвата писем немецких агентов, в которых упоминалось о Вере. По результатам слежки за актрисой и ее мужем было установлено, что к шпионажу они никакого отношения не имеют. Однако на этом возня разведок и контрразведок вокруг королевы экрана не прекратилась. Перейдем к самому загадочному периоду ее жизни – в Одессе в 1918 и в 1919 годах. Вот где конспирология едет на теории заговора и слухами погоняют. Весной 1918 года киностудия Харитонова, где работала Вера Холодная, перемещается в Одессу. В это время город был под оккупацией Антанты. Кого там только не было – французы, британцы, греки. И это еще не говоря о наших белогвардейцах. Естественно, во всем этом котле радостно варились разведки и контрразведки со своими агентами и шпионами. Кстати, снятый в 1968 году фильм «Интервенция» очень правдиво передает трэш и угар того времени. Как неотразимы эти рыцари Антанты, эти крестоносцы. И здесь наши союзники. Какая страсть, какой темперамент. Я хочу родить союзников. Пожив чуть меньше года в этой веселой атмосфере, Вера Холодная трагически скончалась в возрасте 25 лет. По официальной версии от испанки. Однако, когда в расцвете лет погибает звезда экрана, естественно, не обходится без слухов, сплетен и теорий заговоров. Перечислю несколько версий. Первая. Ее расстреляли красные, как шпионку в пользу белых. Второе. Расстреляли, наоборот, белые или интервенты, как разведчицу в пользу красных. Или ее убил спятивший от любви генерал Гришин Алмазов. Но и вишенкой на торте она задохнулась от запаха лилий, присланных французским консулом, который тоже поехал головой от страсти. Влюбленный в вас не может не любить вас. Звучит несколько идиотично, но, как оказалось, не все так просто.
В 1953 году в свет вышел роман «Рассвет над морем», посвященный истории становления советской власти в Одессе. Автор Юрий Смолич зачем-то вывел Веру Холодную под ее настоящим именем. Причем в этом романе королева экрана описана как какая-то Мата Хари, которая была агентом большевиков и добывала для них секреты в постелях белогвардейцев и интервентов. Выводя в художественном произведении реального человека, писатель не подумал, что оставалось еще много людей, которые лично знали Веру Холодную, включая тех, кто общался с ней во время ее пребывания в Одессе. Все как один эти люди возмущались, что Смолич мало того, что выставил скромную и целомудренную женщину, обожавшую своего мужа какой-то гетерой, так еще и создал исторический фейк, якобы Вера Васильевна спасла Котовского. Ох, вот эти сказочники! Сказочки возмутили народ, и в газеты полетели письма друзей и родственников актрисы. Автор этой книги Елена Прокофьева приводит вот такое письмо. К вам обращается участница подполья в период интервенции 1918-1919 годов Ярошевская Р. Как и другие советские зрители, с чувством возмущения встретила я трактовку образа Веры Холодной как женщины легкого поведения в период интервенции в городе Одессе. Утверждение некоторых безответственных авторов о том, что она занималась флиртами с высшими представителями враждебного лагеря, не имеет под собой никакой почвы и совершенно безосновательны. Я считаю своим долгом присоединить свой голос в защиту чести и гражданского поведения замечательной актрисы того времени. Будучи в те годы связной Одесского обкома, часто выполнявшей задания товарищей Ласточкина, Соколовского, Котовского и других, я хорошо помню, несмотря на то, что мне тогда было лишь 16 лет, что имя Веры Холодной часто встречалось мне в связи с деятельностью подпольщиков, и она мне запомнилась как товарищ, помогавший нашей подпольной организации. Р. Ярошевская, город Одесса. Так, появилась информация о том, что Вера Холодная все-таки помогала большевикам, а продолжим-ка копать в этом направлении. Например, кое-какая информация есть вот в этой книге «СВР из жизни разведчиков». Когда Вера приехала в Одессу, вокруг нее мгновенно образовалась огромная толпа поклонников из числа белогвардейцев и интервентов, включая начальника штаба французских войск полковника Фрейденберга. Под видом одного из поклонников с ней общался присланный из Москвы разведчик Жорж Делафар. С Верой Холодной Делафара познакомил агент по кличке Апостол, актер Петр Константинович Инсаров. Делафар отправил в Москву в ВЧК 4 донесения. Дошли 1 и 4, а 2 и 3 были перехвачены белогвардейской контрразведкой. В первом донесении о Вере Холодной сообщалось следующее. На том же этаже есть кабинет знакомой Апостола. Я имел с ней беседу. Апостол представил меня. Дама несколько инфантильна, но отзывчива и мила. По нашему мнению, обязательно. Что удивительно для русских, слава ей не вскружила голову. Она ею тяготится. Фрейденберг души не чает в этой даме, льнет к ней, хотя держит себя в рамках приличий. Дама эта наша, у нее брали интервью. Чему бы вам не поехать в Европу, пока в России междоусобица? Она сказала, я Россию никогда не брошу, а даме буду писать отдельно. Влияние ее на Фрейденберга безмерно. Апостол предлагает форсировать это дело в том направлении, в котором был разговор. Я за. Откуда мы знаем, что речь идет о Вере Холодной? Ну, во-первых, исторически доказанный факт, что полковник Фрейденберг именно за ней увивался в это время. А во-вторых, упомянутое Делафаром интервью с актрисой по поводу отъезда из России – это тоже известный факт. Например, о нем упоминала сестра Веры, Софья, в своем интервью журналу «Советский экран» в 1990 году, так что нетрудно сложить 2 и 2. В первом донесении Делафар обещает,
что об упомянутой даме будет писать отдельно. И наверняка он так и сделал, но в последующие два донесения были перехвачены Деникинской контрразведкой, из чего они явно узнали о связи Веры Холодной с большевиками, потому что в одном из донесений этой контрразведки была такая фраза: «Уморили Красную Королеву». А ведь именно Веру Холодную называли королевой экрана. Получается, что ее отравили, но при этом не хотели шокировать боготворящую ее публику, поэтому официальной причиной смерти объявили испанку. Конечно, историки осторожно относятся к версии отравления актрисы. Говорят, что доказательства не стопроцентные. А по мне так, по крайней мере, косвенных доказательств – вагон и маленькая тележка. Обстоятельства смерти актрисы более чем подозрительны. Во-первых, на момент ее болезни эпидемия испанки в Одессе сошла на нет. При этом причина смерти – отек легких, что бывает не только при испанке, но и при отравлении ядом. Дальше больше. На момент ее смерти в доме Веры Холодной, помимо врачей, профессоров Узкого, Коровицкого и Бурды, присутствовали какие-то посторонние личности. Патологоанатом профессор Тизенгаузен почему-то произвел не вскрытие тела, а бальзамирование. Довольно странно, профессор. Однако это странно. Это еще не самое странное. Сразу после смерти королевы экрана была похищена дочь профессора Узкого. После того, как он объявил журналистам, что Вера Холодная скончалась от отека легких в результате испанки, дочку вернули родителям. А это уже вообще ни в какие ворота. И последнее. Долгие годы в СССР Вера Холодная считалась невыразительной актрисой, снимавшейся в бездарных мелкобуржуазных мещанских фильмах. Ее имя вообще крайне редко упоминалось. Историки кино отдавали должное только ее красоте. Я восторгаюсь только ее внешностью. И вдруг внезапно, начиная с 60-х годов прошлого века, ее начали пиарить как звезду, которая внесла весомый вклад в нашу культуру. И кто же этим занимался? Может быть, искусствоведы или кинокритики? А вот и нет. Внезапно это были чекисты. 14 мая 1966 года в газете «Советское кино» было напечатано письмо за подписью группы товарищей, включая Иосифа Иммануиловича Южного-Горенюка, старого большевика, который в 1918-1919 годах был начальником контрразведки и членом подпольного одесского ревкома. Держите отрывок из этого письма. На заре отечественного кинематографа Вера Холодная сделала много для того, чтобы великий немой становился настоящим большим искусством. Образы, созданные талантливой актрисой во многих фильмах, свидетельствовали о ее психологической убедительности, полнокровном выражении чувств, жизненной правде. И т.д. В конце предлагалось увековечить память актрисы, назвав одну из улиц Одессы ее именем. Это письмо было напечатано под заголовком «Первая актриса русского экрана». Такое чувство, что разведчики стремились восстановить справедливость и отдать должное своей боевой подруге. И правильно делали. Все должны были узнать, насколько великолепна была Вера Холодная. И как актриса, и как женщина, а главное, как настоящий человек с большой буквы.